Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить профитроли с нежным заварным кремом на сливках. В этом видео я подробно расскажу, как приготовить заварное тесто. Список всех продуктов вы сможете найти в описании под этим видео. И начнем с приготовления заварной основы для крема, так как ей нужно время, чтобы остыть. В сотейнике соединяем одно яйцо, 80 граммов сахара и 30 граммов кукурузного крахмала. Перемешиваем все венчиком до однородного состояния. Вливаем 300 граммов молока и еще раз все хорошо перемешиваем. Затем ставим на средний огонь и увариваем до загустения, при этом постоянно помешивая венчиком. Более подробно, как приготовить заварной крем, я рассказываю в отдельном видео. Ссылку на него оставлю в описании. Можете зайти посмотреть. Ну а здесь быстро и коротко. После того, как масса уже загустела, провариваем ее еще около минуты, чтобы крахмал хорошо проварился, и снимаем с огня. Пока основа еще горячая, добавляем 50 граммов сливочного масла, половину чайной ложки ванильного сахара и перемешиваем, пока масло полностью не растворится. Затем переливаем в другую мисочку, накрываем пищевой пленкой, чтобы он не заветрился, и даем остыть до комнатной температуры. Теперь приготовим заварное тесто. В сотейник вливаем 120 мл воды, сюда же 60 граммов сливочного масла, щепотку соли и 1 чайную ложку сахара. И ставим сотейник на средний огонь. Масло должно полностью растаять, а масса должна закипеть. Долго проваривать не нужно. Как только масло растаяло и появились первые пузырьки кипения, добавляем 90 граммов просеянной муки и хорошо перемешиваем лопаткой до однородного состояния. Мука заварится и тесто соберется в один комок. Удобнее всего перемешивать силиконовой либо деревянной лопаткой. Как только масса у вас стала однородной, продолжая перемешивать, подсушиваем тесто на таком же среднем огне еще примерно 1-2 минуты. Перед добавлением яиц тесто нужно немного остудить. Перекладываем в миску и вот таким образом распределяем его по стенкам. В горячее тесто ни в коем случае яйца не добавляем. Оставляем его остыть буквально на пару минут. Проверяем тесто рукой. Если оно слегка теплое, то можно добавлять яйца. У меня обычно уходят 2 средних яйца. Немного перемешиваю их вилкой. Добавляю постепенно и перемешиваю лопаткой. Можно перемешать и миксером, только не венчиками, а спиральками. Так получится быстрее, но лично мне удобнее перемешивать лопаткой, чтобы контролировать консистенцию теста. После добавления яиц тесто пойдет вот такими хлопьями, но в процессе вымешивания оно снова станет однородным. Как только вмешалась первая часть яиц, можно добавлять следующую. Сразу скажу, что количество яиц у вас может отличаться. Это зависит от качества муки, как сильно было подсушено тесто и от размера самих яиц. Поэтому лучше добавляйте понемногу. Хорошо перемешивайте и проверяйте консистенцию теста. Если вы добавите слишком много яиц, то тесто станет жидким и исправить его будет уже очень сложно. У меня тесто готово. И сегодня я использовала 2 средних яйца. Готовое тесто должно медленно стекать, образуя вот такой клювик. Сегодня я буду использовать вот такую круглую насадку. Также можно использовать и зубчатую, чтобы получились красивые ребрышки. Если у вас нету кондитерской насадки, ничего страшного.
Выкладывать тесто на противень можно и при помощи 2 чайных ложек. Противень застилаю пергаментом, а чтобы он не скользил, пока я буду отсаживать профитроли, приклеиваю уголки на небольшое количество теста и начинаю отсаживать вот такие небольшие заготовки. Если тесто у вас приготовлено правильно, то они будут хорошо держать форму. Чтобы после выпечки они получились более ровные, смачиваю палец водой и приглаживаю хвостики. Выпекать профитроли я буду в духовке при температуре 190 градусов 30-40 минут. Во время выпечки духовку ни в коем случае открывать нельзя, иначе профитроли просто опадут. Проверять их готовность можно не раньше, чем через 30 минут. Они должны хорошо подсохнуть, подрумяниться и увеличиться в размере. У меня они выпекались ровно 30 минут. Заготовки получаются небольшие и остывают они очень быстро, поэтому пока можно закончить приготовление крема. 150 граммов сливок жирностью 33% начинаю взбивать миксером до плотного состояния. На всякий случай напомню, что взбиваются только очень холодные сливки с жирностью не менее 30%. Поэтому до момента, как начнете взбивать, держите их в холодильнике. Как только сливки загустели, можно выключать миксер, потому что если продолжить взбивать, есть шанс их уже перевзбить. Они должны быть устойчивыми, но при этом оставаться мягкими. Остывшую заварную основу для удобства я переложила в миску побольше и к ней начинаю постепенно добавлять взбитые сливки. Здесь я перемешиваю уже лопаткой движениями снизу вверх. Конечно, можно перемешать и на маленькой скорости миксера, но очень аккуратно, чтобы не перевзбить сливки. Вот такой воздушный крем у вас должен получиться в итоге. Лично мне крем на сливках нравится гораздо больше, чем масляный. Он получается очень нежный, легкий, в меру сладкий и по вкусу напоминает подтаявшее мороженое. У меня заготовки уже полностью остыли, и теперь нужно подготовить отверстие для заполнения кремом. Часть профитролей я буду покрывать шоколадной глазурью, поэтому делаю отверстие сверху, чтобы его не было видно. Это удобно делать при помощи деревянной палочки для суши. И вот такими круговыми движениями можно убрать перегородки внутри, если они там есть. Вторую половину профитролей я буду посыпать сахарной пудрой, поэтому отверстие для крема я делаю снизу. Готовый крем перекладываю в кондитерский мешок. Конечно, профитроли удобнее всего заполнять при помощи металлической узкой насадки, но у меня такой нету, поэтому я просто отрезаю небольшой уголочек и заполняю профитроли из кондитерского мешка. Если у вас его нету, то можно аккуратно срезать шапочку, наполнить кремом и накрыть сверху. После заполнения кремом профитроли желательно убрать в холодильник на пару часов, чтобы крем стал более стабильным. Часть профитролей я перекладываю на досочку, застеленную пергаментом, и посыпаю сахарной пудрой. Теперь приготовим шоколадную глазурь. 80 граммов темного шоколада и 30 граммов сливочного масла. Подогреваю в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд и каждый раз хорошо перемешиваю. В итоге должна получиться вот такая гладкая и однородная масса. Аккуратно окунаем профитроли
Ждем, пока стечет лишнее. И кладем на досочку, застеленную пергаментом. По желанию сверху можно украсить измельченными орешками, сублимированными ягодами, либо цукатами. Такие заварные пирожные очень вкусные в любом виде. И сразу после приготовления, когда крем еще мягкий, и после охлаждения, когда крем становится более плотным. Если будете покрывать глазурью, то их в любом случае нужно будет поставить в холодильник, чтобы она хорошо застыла. Такое заварное тесто готовится очень просто, и заготовки получаются очень нежные и красивые. А с наполнением заварного крема на сливках получается невероятно вкусно. Я очень люблю такие маленькие заварные пирожные с чашечкой чая или ароматным кофе, просто идеально. Как вы уже убедились, готовится такой десерт несложно, поэтому обязательно попробуйте приготовить, и я уверена, вам тоже очень понравится. Сохраняйте рецепт, делитесь им с друзьями и обязательно напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. А в шапке моего канала указана почта, куда вы можете присылать свои результаты. Также на канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!